Итак, я прикрепил к этой доске изображение человеческого мозга. Почему я это сделал? Потому что я изобрел наиболее рациональный вид мышления. В этих фильмах идет речь о техническом изобретательстве, но в принципе мой метод годится для любого вида умственной работы. Здравствуйте, Валентин! Мы начинаем очередное занятие по решению логических задач. В принципе, решение логических задач – это как бы основная тема этой серии. А более специфическая тема – это как стать профессиональным изобретателем. Короче говоря, сейчас я перед вами изобретаю механическую руку, которая должна быть более совершенна, чем рука человека. На чем мы остановились в прошлой части? Вот на таком примере резиновый конус внизу с отверстием, и в отверстии есть как бы 3 механических пальца, состоящие из 2 деталей и шарнира. Тут они в разных положениях, поэтому с первого взгляда кажется, что это что-то непонятное. Конечно же, это не может быть прототипом механической руки, которая нам нужна. Поэтому я уже продолжаю экспериментально обдумывать продолжение, или вернее развитие этой идеи и трансформации ее в что-то более нам нужное. То есть я из этого конуса должен сделать что-то более близкое к конечному этапу, то есть уже к товарному виду механической руки. В общем, поехали. Оцениваю в баллах, как на меня воздействует этот резиновый конус. Приблизительно минус 4 балла по 20-бальной шкале. Теперь я смотрю на эти предметы. Поехали, оцениваю этот предмет. Минус 6 баллов. Этот чайник минус 4 балла. Ракушка плюс 5 баллов. Чашка плюс 7 баллов. И кофейник минус 8 баллов. Что нам нужно? Минус 4 балла этот чайник. Сейчас я изображу ту его деталь, которая нам нужна. Я должен подумать, что именно нам сейчас нужно. Скорее всего, его горлышко, то есть место, из которого выливается вода. Вот, еще раз показываю эту часть. Делаю ее эскиз крупным планом.
получается не очень точно, но это всего лишь схема, которая должна навести меня на нужные мысли. Ну, здесь этот круг, то есть просто такая форма у этой крышки. Итак, начинаем анализировать, вернее, я начинаю анализировать то, что я нарисовал. Ну, на что это может быть похоже? Пожалуй, на какое-то насекомое, на таракана. Схематично изображаю таракана. Опять повторяю, схематично. Или жука. Но получилась такая, скорее, божья коровка. Скорее получилась божья коровка, чем таракан. Больше похож на божью коровку, чем на таракана. Теперь я анализирую эскиз этой божьей коровки. Ну, что самое банальное, так сказать, в этом примере? Самое банальное — это, конечно, лапы этого насекомого. Но нам нужно не самое банальное, а самое специфическое. Это крылья. То есть эти две половинки, когда они раскрываются, под панцирем находятся крылья. К чему можно прийти, пользуясь последовательностью этих рассуждений? К тому, что лапа, вернее механическая рука, должна состоять как из пальцев, которые напоминают палец в прямом смысле этого слова, и плоскостей, которые похожи на крылья, которые под панцирем этого насекомого. Что-то такое. Это крылья, это пальцы. Продолжаем развивать эту идею. Крылья, по-видимому, должны быть не просто крыльями, а какими-то плоскостями, которые могут менять свою форму. Итак, теперь я попытаюсь изобразить плоскость, отдельно взятую плоскость, какой она должна быть. Это уже, так сказать, обычная логика, а не синтез интуиции и логики. А может быть и обычная интуиция, но не синтез интуиции и логики. Итак, представьте себе что-то в виде гидравлических поршней. То есть шарнир,
гидравлический поршень, еще шарнир, еще гидравлический поршень, еще шарнир, еще гидравлический поршень. Схематично это изобразим так. Просто три круглых объекта или предмета, соединенных какими-то палками. Если палка, то есть гидравлический поршень, изменит свою длину, то треугольник станет другой формы. Вот такой. Этот гидравлический поршень изменил свою длину. Ну, в принципе, это может быть не гидравлический поршень, а что-то вроде соленоида. Это сделать гораздо проще. Итак, теперь самое важное в этой части. К чему я пришел? Я пришел к тому, что есть какая-то плоскость, разбитая на треугольники, ну, не буду рисовать до конца. Короче, когда стороны треугольников меняют свою длину, эта плоскость, она как бы меняет свою форму. Так вот, механическая рука должна быть такой. 3 механических пальца. 3 механических пальца. А между ними плоскости, которые могут менять свою форму. Ну, рисовать все до конца это долго. Тут, в общем, и так ясно. То есть, что значит эта плоскость? Это что-то типа полотенца. Вот стоит какой-то предмет. Вот полотенце его покрывает, когда мы его кладем на этот предмет, и фиксирует свою форму. Вот эти так называемые полотенца, которые могут менять свою форму и фиксироваться. Помимо них еще есть обычные пальцы, подобные пальцам на нашей руке, на наших руках. Но это уже что-то. Это уже что-то похожее на то, что нам нужно. На этом я с вами прощаюсь. На следующем занятии я буду усовершенствовать эту идею, то есть приводить ее к товарному виду. То есть к такому виду, который просто изготовить на производстве. До новых встреч!